хороший корабль. Вот она, пиратская посудина. Все ясно. Фашистский эсминец. Откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z. Фашизм, национализм, нацизм, неонацизм. Кто бы мог подумать, что эти слова выйдут за пределы своих привычных маргинальных ареалов обитания и будут звучать в мире на самых высоких уровнях. Да, не за это наши деды воевали, а Гагарин в космос летал. Но история делает очередной виток, и нам приходится снова говорить об этих понятиях всерьез, пролетая над гнездом кукушки, так сказать. Мне очень хочется разбираться в этом видео в тонкостях понятий и обсуждать, является ли то или иное государство плохим или хорошим, тем более, что мои зрители, скорее всего, и так против войны под каким-либо предлогом. Всех нас поражает война своими жертвами, абсолютно бессмысленными жертвами. Но ровно так же, а может быть даже и сильнее, нас поражает то, как наши соотечественники воспринимают братоубийственную войну. Еще какое-то время назад казалось, что общественный консенсус относительно войн и насилия есть. И он говорит о том, что мы как человечество решили, что насилие — это однозначное зло, которое нельзя оправдать ничем. Мы, сторонники этого консенсуса, ошибочно полагали, что никакая пропаганда не сможет отнять у нас этого единодушия относительно войны. Ведь все мы учились в одних школах, по одним учебникам, писали сочинения про войну, читали одни и те же книги. Мы никогда так не ошибались. Мы ошибались и в том, что подмена лозунга «никогда больше нам можем повторить» — это всего лишь пропагандистская игра слов, не способная изменить сознание целого народа. Видимо, мы оказались не слишком дальновидны как в будущее, так и в прошлое, поэтому логично, что мы проебали настоящее. Оглянитесь вокруг себя. Среди тех, кого можно назвать сторонниками войны, есть те, кто поддерживают войну напрямую, те, кто, может, и не поддерживают, но очень хотят справедливости для Донбасса, а также те, у кого не все так однозначно. Все эти люди всегда были рядом с вами и думали примерно так же, как и сейчас. Но хочется успокоить и приободрить вас. Дело не в плохом народе, который заслуживает всех санкций и Путина президента. Дело в преступлениях, которые совершались в отношении не только народа Украины. Это, как сейчас модно говорить, длящееся преступление длиной 22 года, последовательно уничтожающее все человеческое в русских людях. Мир уже не раз сталкивался с подобным. Мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли, но не замечаем этого, потому что истории, которые мы слышим о прошлом, далеки от нас. А реальность вот она, и здесь не все так однозначно. Давайте я не буду строить из себя социолога и политолога и вникать во все тонкости существующей политической системы, оставим это настоящим ученым. Я всего лишь хочу обратить внимание на некоторые рифмующиеся с современностью явления и вместе с вами попытаться предположить, какое будущее нас ждет. Был такой философ Умберто Эко. Мы берем в пример его работы, потому что, во-первых, он еще ребенком застал итальянский фашизм и его падение. Ну и просто потому, что, как мне кажется, именно Умберто Эко удалось сопоставить, если не все, то большую часть проявлений фашистских режимов. Я уверена, что режим Путина в России фашистский. Если вы со мной не согласны, и особенно если считаете меня тупой либерахой, я все же попрошу досмотреть вас это видео до конца. Обещаю не убеждать вас ни в чем с пеной у рта и даже выключу свой гей-излучатель. Это видео просто повод начать диалог о том, чего мы вокруг себя иногда не замечаем, как лягушка в кипятке. Первый признак фашизма по Умберто Эко – это культ традиции. Это когда вечные ценности опираются на истину, которая была дана нам в прошлом. Вы спросите, но ведь на таком культе основывается и религия, почему ее не считают фашизмом? Хороший вопрос. Разница в том, что истина, на которую опирается религия, очень конкретна. Книжка, написанная в какой-то определенный исторический момент, которую каждый может прочитать, а потом уже спорить о противоречиях и принимать разные толкования.
Зато неписанными традициями государство может манипулировать как ему выгодно, брать от прошлого и предков только те традиции, какие надо традиции, изучать только такую историю, какую надо историю. Это удобно, ведь когда кто-то начнет задавать вопросы о противоречиях, то само по себе задавание вопросов легко объявить нетрадиционным. Если ты смог создать культ, то все, что вне выбранной тобой традиции, автоматически становится инородным и вражеским. Поэтому на невинный вопрос, почему такие цены на колбасу, вам могут ответить: потому что вы продажная иноагентская журна-шлюха и, скорее всего, гей. Настоящий русский воин вопросов не задает. На культивацию правильных традиций у государства есть огромный ресурс пропаганды, от книжек Захара Прилепина до ТВ-сериалов, которые на первый взгляд далеки от политики. Такими возможностями меньшинство рационально мыслящих людей похвастаться не может, да и странно активно выступать против традиции уважать стариков, например. Логично вытекающим следствием культа традиции является, конечно, отрицание всего нового. Вспомните, как на любой чих очередного зумера-рэпера сразу вскакивала толпа активистов, депутатов, родительских комитетов, омбудсменов по делам ребенка и прочих лиц не столь одаренных. Нельзя сказать, что в демократических режимах во власти совсем нет консерваторов. Просто в нормальных режимах мнение каждого отдельного человека не имеет решающей роли. Отрицание всего нового, когда вы находитесь в тоталитарном строе, вот что страшно. Все эти разговоры по телевизору про кору дуба, сильную руку Сталина, мороженое по 3 копейки и про то, как мы классно жили без интернета и прочих 5G, являются самым ярким признаком того, что мы уже давно на пути к фашистскому режиму. Вы поглощаете этот условно аполитичный контент, полагая, что не занимаетесь политикой. Конечно, ведь в этот момент политика занимается вами и выращивает в вас маленького фашиста. Рационально и прагматично настроенным людям тяжело даются категории, в которых существует глубинный народ. Простите за этот термин, но изящнее пока что не придумали. То, что для нас абсурд и двоемыслие, для власти и их последователей обычное положение вещей. Нам сложно представить, как можно ругать США с американского телефона через американский интернет, ругать власть за коррупцию на кухне, но при этом поддерживать Путина, хотеть войны с Украиной, но только в том случае, если воевать будут не их дети, бороться с украинскими неонацистами и сдавать квартиру только славянам. Однако для путинского режима именно такое абсурдное двоемыслие – единственный способ оправдания любых преступлений и провалов. Это подводит нас к следующему признаку фашизма – иррационализму. Рациональное, интеллектуальное и культурное осуждается, воспринимается как чуждое русскому народу. Закон об оскорблении чувств верующих вышел из перформанса в храме Христа Спасителя «Богородица, Путина прогони». Закон об иноагентах появился как реакция на независимую и профессиональную журналистику, которая не благодаря, а вопреки всему происходящему выросла из растоптанной в грязи субстанции в крупные СМИ вроде «Медузы», «Инсайдера», «Проекта» и других. Роскомнадзор стал таким влиятельным ведомством, потому что обилие информации о преступлениях на выборах, в армии, в правительстве и во всей вертикали власти стало мешать проводить линию партии. Все эти тупые и вредные законы не являются ничем иным, как предтечей тому фашизоидному состоянию общества, где разрешен только один голос – голос людоедов во время бесчеловечной войны. Военные действия не бывают рациональными. Нет ничего более тупого и необъяснимого, чем это. Убийство мирных граждан, разрушение городов мирной страны, изнасилование и другие военные преступления – это все порождение иррационального мышления. Умберто Эко писал, что официальные фашистские мыслители в основном занимались тем, что обвиняли современную им культуру и либеральную интеллигенцию в отходе от вековечных ценностей. Заметьте, это он не про современную Россию говорил, а про страны Европы, в частности, про Италию, где он родился и вырос. Еще один признак фашизма по Умберто Эко – это непринятие критики. Несогласие считается предательством.
Вспомните, как власти манипулировали Навальным, обвиняя его в отсутствии конструктивной критики. А потом, когда Алексей в ответ на это выдавал максимально конкретные тезисы и требования, власть просто переставала реагировать. Одновременно с этим прокремлевские СМИ пытались любыми способами дискредитировать доводы Навального. Именно в то время расцвел метод размытия правды, когда вместо проверки фактов из расследований и заведения уголовных дел власть закидывала общество огромным количеством версий от самых невероятных до вполне правдоподобных. Но из-за того, что версий становилось слишком много, обывателю было проще всего вовсе не вникать в повестку, ограничиваясь тезисом, что врут все, политика — это грязное дело, и любое несогласие в лучшем случае сделает тебя изгоем, а в худшем — зэком. Дальше Умберто Эко пишет о том, что непременным признаком фашизма является расизм. Нам сейчас сложно назвать непринятие украинцев как нации расизмом. Скорее, в России удалось создать такое пограничное состояние общества, при котором расизм и национализм срослись настолько, что даже фашистская Германия бы позавидовала такой тонкой работе с самосознанием нации. Давайте попробуем разобраться. Есть украинцы, которых мы не любим. Но на самом деле никаких украинцев нет, их придумал Ленин. Ленина мы не любим. Но на самом деле мы против декоммунизации Украины. Украина есть. Мы ее не любим. Мы ее не любим, потому что она хочет в Европу, а не в Россию. Но Украина не должна существовать, потому что украинцев нет, а значит, страна им не нужна. Вот выяснили. Логика сложная, понимаю. Уместить такое в голове за один раз вряд ли у кого получится. Даже глубинный народ все эти истины принимал в себя порционно, чтобы не поймать когнитивный диссонанс. И пропаганда об этом прекрасно знает. Так же, как знает о том, что фашистское государство может существовать только если народ будет верить в очередную теорию заговора. Неважно какую. Главное, чтобы в этой теории было хорошо понятно, кто враг снаружи, а кто внутри. Снаружи у нас, конечно, Запад, а внутри, конечно, пятая колонна. Как сказал мне недавно один эстонец, вот я с утра просыпаюсь, говорит, и пока чищу зубы, все думаю, как бы поднасрать Васе из Воронежа. Но на самом деле главный враг России, конечно, сидит сейчас в бункере. Все десятые годы мы слышали историю о страшных кризисах 90-х годов, а потом долго обсуждали, почему не случилось чудо на Болотной площади. Год за годом мы рассуждали о том, как внутри нас укреплялась выученная беспомощность. Мы видели, как на митинги выходило все меньше людей. Как люди сначала стали бояться говорить, что думают в соцсетях, а потом и вовсе выбрали для себя более удобную позицию вне политики или даже легкой гордости за страну. А Умберто Эко писал: фашизм рождается из индивидуальной или социальной фрустрации, поэтому исторические фашизмы опирались на фрустрированные средние классы, пострадавшие от какого-либо экономического либо политического кризиса и испытывающие страх перед угрозой со стороны раздраженных низов. В наше время, когда прежние пролетарии превращаются в мелкую буржуазию, а люмпен из политической жизни самоустраняется, фашизм найдет в этом новом большинстве превосходную аудиторию. У него не было перед глазами нашего примера, но как же точно его слова легли на русскую действительность. Еще одним показательным признаком фашизма является чувство обиды или оскорбленности. Что у врагов люди живут богаче, и что они якобы бряцают оружием, чтобы запугать нашу, конечно же, великую нацию. Но одновременно с этим враги должны восприниматься не просто мощно, но мощно ровно настолько, чтобы их можно было победить. Это двоемыслие – один из столпов русской пропаганды. С одной стороны, богатые американцы воюют по всей планете, НАТО двигает войска к нашим границам. Кстати, я вот вам карту принесла, она у меня с собой, откуда НАТО собралось нападать на Россию. Чувствуете угрозу? А она есть. А с другой стороны, у нас есть столько ядерного оружия, что оно превратит США и весь мир в радиоактивный пепел. Так что вы с нами не шутите, мы повторить сможем. Не знаем что, но точно сможем. И это не просто смехуёчки. Нам 8 лет втирали, что если России надо будет вторгнуться в Украину, мы ее за 3 дня захватим. Уже 3 месяца не могут захватить. Я не пытаюсь сказать, что если бы в России была настоящая демократия, обязательно бы захватили за 3 дня. Нет, этой войны не случилось бы вовсе. Фашистские режимы не могут объективно оценивать ситуацию, поэтому обречены проигрывать войны. Также фашизму свойственно осуждать пацифизм.
так как пацифизм – это форма братания с врагом. Для фашизма нет борьбы за жизнь, есть жизнь ради борьбы. Мы с этим столкнулись сразу после начала боевых действий. Осуждать военную операцию нельзя, использовать антивоенные лозунги нельзя, выходить на пикеты против войны нельзя. Если ты против войны, значит, ты против русских солдат, которые гибнут, героически сражаясь против нацистских захватчиков чужой страны. Ах, ты мира захотел. Ты что, бандеровец? Только бандеровцы хотят мира. На карандаш тебе, на карандаш. Садись. Да и вообще прославление героизации тоже один из признаков. Герой — это исключительная личность, их вообще-то единицы, поэтому мы их должны ценить. Но одновременно с этим все солдаты российской армии — герои. Герой — антипод пацифисту. Герой стремится умереть за свою страну, а пацифист, по мнению пропаганды, продать свою страну. Почему нельзя быть против войны в чужой стране и зачем нужно умирать за чужую страну, дед нам не объяснил. Правда, если представить, что Путин считает Украину потерянной территорией России, то все встает на свои места. В любом случае против войны быть нельзя, потому что Путин думает, что ведет отечественную или гражданскую войну. Фашистские режимы воспитывают презрение к слабому, причем в вертикальных режимах, таких как наш, это приобретает абсурдные формы. Вождь, который знает, что получил власть не через делегирование, а силовым захватом, понимает, что сила его основывается на слабости массы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в погонщике и заслуживать его. Поэтому возникает эффект презрения в обе стороны. Начальник презирает и своего начальника, и своих подчиненных. Других в этой вертикали нет, это 2D. Тех, кто открыто выступает против раболепства и пренебрежительного отношения к низам, то боятся, то ненавидят, но чаще всего происходит и то, и другое. Такая система цементирует сама себя. Она неподвижна, исключает любые изменения, она абсолютно не гибкая. Поэтому фашистским системам так удобно возводить в культ мужественность и отрицать любые отклонения от старых форм патриархата. Ведь новые формы человеческих взаимоотношений — это постоянно изменяющийся ручей, где нет полностью устоявшихся и единственных форм сексуального взаимодействия и выстраивания отношений. Последние несколько лет в нашем обществе активно развивалась идея терпимости, так как логично предполагать, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, при этом в рамках своих прав ты волен делать все, что хочешь. Но так, кажется, далеко не всем разумная и прогрессивная часть общества постоянно подвергается насмешкам, а то и агрессии. В какой-то момент система встала на защиту традиционных скреп, и все мы, кто исповедовали идеи мира, свободы, равноправия, стали противниками всего русского. Понятия подменили, и мы стали изгоями, а это и есть явный признак фашизации режима. Есть такое понятие, как квалитативный популизм. Это такая ситуация, при которой мнение каждого отдельного человека не так важно, как мнение народа. Если раньше этот признак фашизма проявлялся, когда фюрер отрицал роль парламента, а также приписывал ему вредоносное влияние или же вовсе разгонял его, то в России Госдума сама себя объявила не местом для дискуссий и фактически самораспустилась, не распускаясь. Мы стали декоративной демократией, за ложной ширмой которой старательно прятали фашизм. К сожалению, декорации оказались настолько красивыми и удобными, что, кажется, в это поверили все, от либеральных СМИ до глубинного народа и самой власти. Мало того, что представительные органы власти видоизменились, так ведь и сам народ для власти стал не нужен. Пропаганда может нарисовать любую контролируемую картинку. Зачем спрашивать реальных людей, пусть даже поддерживающих нынешнюю власть, когда можно без проблем придумать свои новости? Если до войны режиму было, в общем-то, все равно, какого именно мнения придерживается реальный народ, то с ее началом власти потребовали от каждого определиться, на чьей стороне. Слава богу, оставили лазейку в виде молчания, как говорит Шульман, с фигой в кармане. Тогда ты причисляешься к сплоченному вокруг флага народу по умолчанию. Не самый хороший выбор, но хотя бы под репрессии не попадешь. Последний и, казалось бы, самый безобидный признак фашизма – это новояз. Изобретение Оруэлла, которое раньше вполне можно было считать абсурдной идеей английского противника коммунизма, теперь для нас заиграло новыми красками.
Здесь каждый день происходит что-то новое. Это не только слова, которые рекомендуется или запрещается использовать. Это и ускоренный шаг Карамурзы при виде полицейских, и утверждение Пескова, что мы ни на кого не нападали, что мы защищаем русских, что в России есть свобода слова и прочие высказывания чиновников и прокремлевских журналистов. Иногда кажется, что главное правило тех, кто хоть как-то относится к власти, это не говорить правду. По крайней мере, сразу. Режим чувствует, что любая правдивая информация несет угрозу, поэтому для успокоения следует сначала размыть новостной фон, а потом уже заявлять свою позицию. Не знаю, замечали ли вы, но после каждого громкого расследования Алексея Навального прокремлевские журналисты не давали никакой оценки. Практически всегда выжидали около суток и только потом выдавали консолидированную, всегда размытую картину происходящего. Фашистские режимы не любят острых новостей, которые касаются их самих. Зато любой чих американского президента выдается как провал всех демократических ценностей Запада. В истории есть всего несколько событий, по поводу которых весь мир принял однозначное решение. Одно из них – преступление нацистских преступников. Их осудили на Нюрнбергском трибунале. Не все преступники предстали перед судом. Гитлер и Геббельс самоубились во время захвата Берлина, Геринг принял яд во время Нюрнбергского процесса, а остальных люстрировали или же убивали после войны. Кого-то по решению суда, кого-то шпионскими средствами. Но все это было после того, как весь мир, и в частности немецкий народ, узнали о преступлениях нацистской Германии. Когда немецкий фашизм начинался, у него были как противники, так и последователи. Были и простые граждане, которые не интересовались особо политикой. Все это уже было. Мы в России в этом смысле не уникальны. Когда 24 февраля началась война, которую, как потом оказалось, информационно готовили много лет, у многих открылись глаза на режим, но далеко не у всех. Патриотический угар, который мы наблюдали еще пару месяцев назад в соцсетях, тогда в нацистской Германии был абсолютно таким же, только люди выходили на улицы, а не записывали тонны кринжовых видео в поддержку. Даже Гитлер, когда выступал перед Рейхстагом, говорил ровно те же слова, что и Путин в день нападения на Украину: защита немецкого народа, несправедливо потерянные земли. На оккупированных территориях агитационные плакаты немецкой пропаганды гласили «Гитлер – освободитель», «Воины Гитлера – друзья народа», дезинформация, что Сталин якобы сбежал в Самару. Ой, извините, не та картинка, вот. В общем, здесь ничего нового. Куда интереснее посмотреть, что же говорили представшие перед Нюрнбергским судом разные немецкие деятели в приватных разговорах с психологом. К нашему счастью, был такой психолог – Густав Марк Гилберт, который во время всего процесса разговаривал один на один со всеми осужденными. После он написал книгу «Нюрнбергский дневник». Я бы хотела прочитать вам несколько звучных цитат из этой книги. Из разговора с Альбертом Шпеером. В марте 1945 года он заявлял Гитлеру, что все пошло крахом, и что теперь, невзирая на последствия для себя лично, каждый обязан сделать все, чтобы уберечь Германию от окончательного уничтожения. Гитлер на это ответил, что раз Германия не сумела выиграть эту войну, то не заслуживает права на дальнейшее существование. А прикиньте, он бы наоборот сказал, что не Германия не имеет права существовать, а зачем нам такой мир, если его не завоюет Германия? Яльмар Шахт. Что касается меня, то мне потребуется от силы полчаса, поскольку всем и каждому известен факт моей оппозиционности, агрессивной политики Гитлера. Именно за это он заточил меня в концентрационный лагерь, где я пробыл 10 месяцев, и после этого меня тащат сюда как военного преступника. Вот что меня больше всего возмущает. А что случилось? Признаюсь, у меня хватило глупости на первых порах поверить в мирное намерение Гитлера. Я лишь в той степени поддерживал ремилитаризацию, в какой она могла бы способствовать безопасности Германии. Вильгельм Кейтель. Ради бога, разъясните мне, каким образом мне может быть предъявлено обвинение в развязывании захватнической войны, если я служил не более чем рупором для выражения волеизъявления Гитлера. Псков, слышь, перелогись. За сколько часики, Вильгельм? Альфред Йодль. Я просто не в состоянии понять, что за чудовища отвечали за те лагеря и действительно совершили эти деяния. Скажите мне, как мужчина мужчине, вам когда-либо приходилось слышать о кровожадности и бесчеловечности немцев? Я не могу в это поверить. Эти черты характера совершенно не свойственны немцам. Это типично азиатские свойства. Мы не расисты. Это вот азиаты, они расисты.
Франц фон Папен. Он был патологический лжец, это ясно заявил Папен. Я так и не смог его раскусить. Как я понимаю, сначала он хотел только хорошего для Германии, но превратился в безголового злодея из-за окружавших его льстецов и подхалимов. Гиммлера, Геринга, Риббентропа и остальных. Я неоднократно пытался убедить его в том, что его антисемитская политика неверна в корне. Первое время он прислушивался ко мне, но впоследствии я утратил влияние на него. В конце концов, Розенберг все же дал ответ. Естественно, мы не могли предполагать, что все это приведет к таким ужасным последствиям, как геноцид и война. Я всего лишь пытался отыскать мирное решение расовой проблемы. Просто хотел как-то решить эту расовую проблему. Мы не расисты. Но что-то надо же делать с этими ужасными другими расами. Геринг. Все это чушь. А как же быть с присоединением Техаса и Калифорнии к Америке? Это ведь тоже была самая настоящая захватническая война, имевшая целью расширение территорий. Главная вещь, которую я хотела донести своим видео, это то, что фашизм — это не какая-то страшная далекая история из прошлого. Он обыденно и медленно вползает в нашу жизнь, становясь нормальностью. Мы годами воспитывали своих внутренних фашистов. А когда опомнились, было уже поздно. Война началась. Люди погибли. Россию ждет безрадостное будущее, а Украину – тяжелое восстановление. Все уже произошло, и мы не можем повернуть время вспять. Радостная новость здесь только в том, что это не навсегда. Как говорится, помер тот, помрет и этот. И нашей главной задачей будет не допустить новой эпохи фашизма в нашей стране. Это наша страна, и даже если многие сейчас уехали и не собираются возвращаться, от своей страны ты никуда не убежишь. Сейчас многие российские миллиардеры, такие как Павел Дуров или Петр Авен, просят не называть их российскими, потому что они давно уехали. Но это будет преследовать нас всегда. Я прошу вас поставить лайк под это видео или дизлайк и написать комментарий, особенно если вы со мной не согласны или хотите дополнить. Это помогает в распространении видео. А еще, может быть, у вас есть друзья или родственники, которые еще не понимают, в каком режиме они живут. Покажите им этот ролик. Возможно, он на кого-то подействует. 20 миллионов. Они умирали и верили, что фашизма не будет. Нигде на свете. Ни в одной стране. Никогда.